Всем привет! Недавно забрал посылку с почты. Ко мне приехали два кемпинговых стола от компании Solo Wilder. Модель называется Blackbee T4. Это алюминиевый кемпинговый стол. Я еще не видел ни одного обзора на них, тем будет интереснее. Сегодня вместе с вами распакуем. Мне приехало два стола и специальный подвес для лампы. Все взвесим, все померим, поэтому присаживайтесь поудобнее. Погнали! На улице где-то минус 10, поэтому руки очень быстро замерзают, тем более, что столы алюминиевые, поэтому будем делать все в темпе. Здесь нарисовано, как можно их компоновать, они друг с дружкой соединяются через специальные прорези, но об этом чуть позже, либо специальными болтами, которые идут в комплекте. На коробке, в общем-то, больше ничего нет. Так, что у нас внутри? Есть сумка для переноски, чехол. Далее идет сам стол. Это один кусок алюминия. Он холодный, поэтому на нем остаются отпечатки пальцев. Пока что еще теплых. То есть, видите, это цельный кусок алюминия с гравировкой Solo Wilder. Такие прорези для дизайна и, возможно, для слива, если вы что-то пролили, чтобы все вытекало сразу вниз. Крепление для ножек. Алюминий довольно-таки толстый. То есть, он очень такой уверенный стол. Ничего не гнется. Я вот со всей силы сейчас пытаюсь его согнуть. Действительно такая, монолитная конструкция, я скажу. Вот эти крепления из пластика на металлических заклепках. Так, это сам столик. И в комплекте дальше, что у нас есть, 4 ножки. Они тоже сделаны из алюминия. Есть резьба. Резьба, кстати, смазана. Можно их удлинить. У меня комплект без удлинителей, но можно купить удлинитель для ножек, еще заказать отдельно. У меня он в стандартной комплектации. Сделано качественно довольно-таки. Вот такие опоры резиновые. Из такой прочной довольно-таки резины. Давайте их сразу на ножки оденем. На морозе все это делать не очень прикольно. С вашего позволения я одену перчаточки. Они ко мне, к сожалению, очень долго ехали. Я думал, что успею снять их до наступления зимы. Но почта везла их почти 2 месяца. То есть вот так вот выглядит ножка в сборе. И также в комплекте есть 4 винтика для того, чтобы можно было скручивать столы вместе. Но об этом чуть позже. У меня как раз 2 стола и подвес для лампы и всяких кухонных принадлежностей. Вот такие вот винтики. Внутри металлические втулочки. Все нормально. То есть вам не нужен инструмент, чтобы их скрутить. Вот так вот все выглядит. Так, давайте мы их пока обратно положим, чтобы не потерять. Сам в стол ножки просто вкручиваются. Это именно маленький кемпинговый столик. Он именно для того, чтобы использовать его в кемпинге, либо даже дома, например, вместо маленького журнального столика, либо подставки под ноутбук. Здесь вот этот пластик очень прочный, судя по ощупи. Даже я сначала подумал, что это тоже алюминий, но нет, это вроде бы пластик или алюминий. Непонятно. Давайте проверим. Мне просто прям очень интересно самому. Пластик это алюминий? Это очень прочный пластик, то есть я реально на ощупь даже отличить не смог, пришлось немножко ножом ковырнуть. В который впрессована металлическая втулка. То есть не просто в пластик вкручивается, а внутри прессована на всю глубину, вот даже здесь видно, металлическая втулочка. Но я чуть позже все подсниму отдельно и покажу, чтобы вам было видно. То есть вот так вот это выглядит. Сейчас я соберу второй подвес для лампы. То есть он довольно-таки длинный, прицепляется либо к столу, либо у него есть в комплекте колышки, чтобы вбивать его в землю. Столы можно использовать, например, в палатке. Даже дома можете использовать. Я, к сожалению, не успел с теплое время года их снять. Как я уже сказал, они ехали ко мне несколько месяцев. Вот такой штырь, чтобы вбивать сразу в землю, а не к столу крепить, если вам это необходимо. Подвес для лампы либо фонаря. И штанги. Штанги алюминиевые можете использовать либо все 3, либо 2, либо одну. То есть, смотря какой вам размер и длина необходима. Добротная такая штанга получается.
Можете с помощью вот такого крепления прицепить это к столу. Сейчас я покажу, как это делается. Либо с помощью вот такого штыря убивать сразу в землю. Вот так вкручивается. Можно использовать как оружие ближнего боя. Вот так выглядит подвес для лампы. Вот такая площадочка есть, которая прикручивается к стойке для лампы. Тут вот такая бабышка, откручиваете. Все сделано очень качественно. Не как в дешевых столах, знаете, просто обычный винт закручивается. Здесь, видите, он со специальной плоской штучкой, площадочкой. Ну, действительно, алюминиевая крутилка вот эта. Вот теперь установлена на нем площадка. Ее можно регулировать, как вам удобно. То есть открутили вот эту бабышечку и регулируете по высоте. И у вас здесь какая-то еда, здесь можете там, не знаю, что-то поставить, соль, перец, что угодно. Сейчас второй столик соберем. Можно, если вам хочется, например, если вам один стол не нужен, но нужен один высокий, они без проблем соединяются между собой. То есть можно сделать высокий стол. Либо купить версию, у них есть небольшие удлинители. Повторюсь, это не легкоходство, это не туристический стол компактный. Это именно кемпинговый стол, довольно-таки устойчивый и приятный. То есть на нем можно без проблем и готовить, и использовать его как какой-то столик для ноутбука, например. Если у вас такая удаленка в палатке, возможно, можете так сделать. Так, вот второй столик собран. Сейчас я покажу, как они цепляются между собой. Здесь неровная поверхность. Вот здесь, видите, есть прорези. С этой стороны, с этой. И вот такие загнутые уши. То есть вы просто между собой, ну, повторюсь, это нужно делать на ровной поверхности, между собой вот так цепляете, и у вас получается длинный стол. То есть это как вариант, если вам нужен такой длинный столик, можно соединить их вот так. Это по-быстрому. У них есть множество всяких отверстий, куда можно что-то крепить, что-то вешать. С этой стороны, с этой стороны. Так, ну вот так вот это выглядит. Давайте теперь попробуем скрутить комплектными болтиками. Специально буду делать это в перчатках, мне интересно проверить, удобно ли это. То есть вот можно так закрепить между собой, просто если быстро вам нужно, да, столик прицепить, оп, у вас столик прицеплен. Либо можете их вот так скрутить. Давайте скрутим, например, вот так. Это больше для какой-то эстетики столы. Если вам хочется вот прям заморочиться, чтобы все было красиво. Я думаю, тот, кто смотрит зарубежный всякий кемпинг, аутдор, меня понимает. Это вот именно про эту тему. Да, даже при перчатках это можно сделать. Так, вот теперь у нас два стола скручено. Они уже так пожестче себя ощущают, прям вообще хорошо. Учитывая то, что здесь неровная поверхность, они стоят на снегу, на траве. Ну, прям такой нормальный стол. Можно сюда еще два. Можно вообще огромную поверхность сделать. То есть палатки, где вам нужна большая высота, мне кажется, отличный вариант. Я думаю, сейчас мы попробуем их потом разобрать, чтобы две штуки вошло в одну сумку. Давайте попробуем вот эту штуку прицепить к самому столу. Выкручиваем колышек. Вот, видите, здесь все ответные части, они плоские. Специально, чтобы ничего не мять и ничего не царапать. Ну, как обычно, вставляем сюда. Можно регулировать высоту. Вставляем сюда. Вот, прикрутили к столу. Здесь можно регулировать высоту лампы. Камера замерзает, поэтому давайте ускоряться. Размерчики сейчас я вам обещал. Ширина 43,5, глубина 33,5. Толщина получается вот по вот этим ушам 3 сантиметра. И высота с стандартными ножками 33,5 сантиметра. Можно докупить удлинителя. Теперь нужно взвесить. Килограмм 285 грамм. Это стол целиком с ножками весит килограмм 285 грамм. Со стандартными ножками. Целиком штангу взвешиваем. Здесь по нолям у нас 475 грамм. Если кому-то это интересно. Теперь давайте попробуем убрать их в сумку. Посмотрим, влезут ли они два в одну сумку комплектно. Посмотрим, как они друг с дружкой стыкуются. Стыкуются ли вообще. Ну вот так вот можно их сложить. Ножки друг на друга мешаются. Ну где-то сантиметра 3, получается, их нужно развести либо в эту сторону, либо в эту сторону. Я их планирую использовать для кемпингового своего чекбокса. Ну да, можно вот так вот спрятать ножки вовнутрь. И сейчас попробуем убрать стандартную сумку. Два стола в одну. Влезет или нет? Да, два стола в одну сумку залезло. То есть можно обойтись одной сумочкой и переносить в ней два стола. И это хорошо. Я, может быть, сделал еще отдельные какие-то кармашки для ножек, чтобы они не болтали.
Хотя они не болтаются, сумку довольно-таки плотно и держит. Друзья, ну вот такой вот обзор на стол компании Solo Wilder. То есть сама столешница действительно такая прям монолитная, алюминиевая. Для тех, кому важна эстетика и ощущение каких-то качественных вещей, она должна зайти. Повторюсь, это именно кемпинговый стол такой довольно-таки высокого качества. Это не туристический складной столик, который вы можете засунуть в рюкзак. Это именно для каких-то коротких вылазок на природу, на пикник, на кемпинг, для установки в палатке, возможно, даже дома, то есть в качестве какого-то маленького журнального либо кофейного столика. Можно использовать отдельно, я вот только что подумал, как поднос какой-то, что-то на нем носить. У них, кстати, есть разные формы данных столов, разные размеры, разные формы. Если вам интересно, можете зайти на сайт и посмотреть. Я их планирую использовать в комплекте со своей кемпинговой кухней. Чакбокс, кто не видел, сейчас подсказочка будет. Думаю, туда они отлично подойдут. Не забывайте подписываться на телеграм-канал. Там очень много интересных тем. Люди обсуждают, делятся опытом. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.